Захаров, Захаров, да что такое, а? Марш к заучу, без родителей завтра в школу не приходи. Ясно? Учительница его ненавидела. Пашка это знал. Как не взлюбила с 1 класса, так и до сих пор отыгрывается. Скорее бы уже перейти в средние классы. Там ребята ходят с портфелями по кабинетам. Один урок в одном кабинете, другой в другом. Захаров, надрывается учительница. Я кому сказала «а»? Марш к заучу. Опустив голову, Пашка пошел к заучу. За что она его так ненавидит, вечно придирается? И теперь тоже нет, чтобы просто в угол в классе поставить или на худой конец отправить директору. Она к этой злючке заучу послала. Директор Александр Николаевич, он добрый, его все ребята любят, а завуч сердитая, как схватит своими сухими и жесткими пальцами за плечо, как сдавит и прям в глаза смотрит. Не хочешь, а все расскажешь, со страха-то. Захаров, что случилось? Почему ты не на уроке? Завуч наклонилась над мальчиком, длинная, худая, как спица, или восклицательный знак. Что ты натворил? Рассказывай. Пашка и рассказал, никого не обвиняя, а все на чистоту. Как Сашка Иванов поставил Лиле мягковой подножку, она упала, а Пашка увидел и заступился за девчонку. Сашка драться полез, а когда Пашка победил, побежал наябедничал Лидии Прокофьевне, а та Пашку наказала и к заучу отправила. Так, значит, рыцарь ты у нас, Захаров, Дон Кихот? Ладно, а ну идем. Зауч схватила за плечо своими тонкими сухими пальцами Пашку и повела обратно в спортзал, где у них проходил урок физкультуры. Физрук Иван Аркадьевич что-то приболел, поэтому урок вела Лидия Прокофьевна. Она закрылась в женской раздевалке со своими любимыми ученицами Светкой Имамовой и Людкой Корякиной и с подлизой Танькой Коровьевой, а остальным дала мячи и сказала играть. Вот и играли. Сильные обижали слабых, они играли. Ребята дрались посредине зала, девчонки сидели, сжавшись на лавочках. Так, зауч кивнула Пашке, чтобы сел на лавочку. Пашка сел рядом с девчонками. Ругала Паша? Спросила Лиля. На коленке у девчонки была краснота и появлялся синяк. Так, Пашка пожал плечами. Разняв дручунов, зауч огляделась в поисках учительницы. Почуяв неладное, та вышла из раздевалки, следом вынурнули ее любимицы и подлиза Танька. «Лидия Прокофьевна, попрошу после уроков зайти ко мне». Зауч повернулась к Пашке. «Паша», — сказала она мягко, что Пашка даже рот открыл от изумления. «Паша, не все решается кулаками. Учись разговаривать». «А если не понимают?» — с вызовом ответил мальчишка, подняв голову. «Значит, плохо объяснил. Значит, объясни повторно». «А если опять не поймут?» — упрямо говорил парнишка. «А если не поймут, бей в глаз или в пах. Может, через боль в тупую башку дойдет», — сказал кто-то, но это на крайний случай. Пашка оглянулся. В дверях стоял взрослый парень, наверное, 10-классник. «Илья, ну нельзя так», — мягко сказала завуч, что очень удивительно. «Можно, Наталья Кирилловна, если не понимают, то можно. Так, это кто мою сестру обижал?» Лиля, едва сдерживая слезы, смотрела на старшего брата, а потом заревела с облегчением. Девчонки, что с них взять? А Пашка узнал, что у завуча есть имя – Наталья Кирилловна. Он еще не раз попадал потом к ней в кабинет за разные шалости, за дерзость, за непослушание и за то, что отстаивал справедливость. Ну что, рыцарь печального образа, опять сирых да убогих защищал? Дождавшись, когда уйдут жалобщики, спрашивала Наталья Кирилловна. Пашка уныло вздыхал и опускал голову. Он чувствовал, что почему-то нравится этой строгой женщине. Она звала его рыцарем, а Пашке нравилось. И в душе зауважал зауча, и даже иногда специально доводил до того, чтобы его отправили к ней,
потому что, оставшись вдвоем в директорском кабинете, они там обычно беседовали, болтали обо всем. Однажды Наталья Кирилловна спросила, как они живут с родителями. «С какими родителями?» – удивился Пашка. «У меня же только мама». «А отец?» «А, это был отчим. Он ударил меня, а мама увидела и выгнала. С тех пор так и живем одни». «Вон оно как». «Да». Пашка чистил картошку, когда раздался звонок в дверь. Странно, гости к ним не ходили. Отчим давно уже не ходит. Может, телеграмма? Вспыхнула в мозгу у мальчишки. Пашка боялся телеграмм. Когда он был еще в детском саду, им вот так вечером принесли телеграмму, срочную. Мама тогда упала на пол и плакала. А потом они собрались и поехали с мамой. Долго. На поезде, на автобусе и на коне. Пашка первый раз в жизни увидел коня. Маму вырастила мамина бабушка. Вот они с Пашкой ездили, провожать ее туда, откуда нет возврата. Пашка открыл осторожно дверь через цепочку. За дверью стояла Наталья Кирилловна. «Ой!» — сказал Пашка и от неожиданности захлопнул дверь. «Паша, Паш, открой, пожалуйста!» — тихо проговорила завуч. Пашка приоткрыл дверь, смотрел снизу вверх. «Мамки дома нет. А я, может быть, к тебе?» Он запустил заучу в квартиру. Та оглядела маленькую чистенькую квартирку, бедненько, но уютно. «Что делаешь, Паш?» «Борщ собрался варить. Мамка поздно придет». «Умеешь?» «Нет, еще только первый раз буду пробовать». «Давай помогу». «А вы умеете?» «Ну, когда-то я варила знатные борщи. Просто теперь не для кого». «Почему?» «Я одна живу, Паша». «Простите». Надев мамин фартук, который был ей короток, засучив рукава, Наталья Кирилловна принялась учить Пашку варить борщ. Потом они поели, потому что Пашка не отпускал ее, пока не поест, и Наталья Кирилловна засобиралась домой. Они решили никому не говорить про ее визит. «А чего приходили-то? Мамке пожаловаться?» «Нет, нет, Паша, у нас программа такая. Понимаешь, обходить всех учеников. Вот мне ты достался». Паша понял, что зауч придумывает, но ничего не сказал. Мама удивилась, какой борщ приготовил Пашка. Ела да нахваливала, а Пашка хитро улыбался, ведь у него есть тайна. А еще Пашку взялся опекать Илья, Лилин брат. Он учит его драться, по-настоящему. Наталья Кирилловна качает головой и просит Пашку быть осторожнее. При этом в школе она также может быть с ним сурова. Все думали, что за закрытыми дверями завуч ругает и мучает Пашку. Конечно, она ругала Пашку и уши обещала оторвать, но как-то не по-настоящему, что ли. Наталья Кирилловна приходила к Пашке. Они вместе готовили еду, а однажды даже испекли печенье. Занимались. Учеба у Пашки наладилась. Пашка и не задумывался, что это не очень нормально. Дружба взрослого человека и мальчика. Да еще какого человека? Наталья Кирилловна говорила себе, что это ненормально, что нужно завязывать с этими визитами в гости, но не могла ничего с собой сделать. Она отогрела сердце возле этого мальчишки. Однажды она задержалась дольше обычного. Они делали английский, спорили над произношением какого-то слова и не слышали, как вошла мама. Она стояла в проеме двери и во все глаза смотрела на Наталью Кирилловну и Пашку. «Ой, мама, привет! Мы там суп и вот уроки!» «Здравствуйте, Наталья Кирилловна», — сказала мама, глядя во все глаза на завуча. «Здравствуй, Маша». Завуч медленно встала, посмотрела на Пашку, как-то затравленно, и начала собираться. «Я долго думала, как это Пашка готовит так хорошо. А потом печенье. Это ваше фирменное». Мама усмехнулась. «Прости, Маш, я ухожу, прости. Он просто глаза». «Да,
Мама устало опустилась на стул. Вы сказали ему? Наталья Кирилловна помотала головой. Прости, Маша, у меня никого нет, никого не осталось. Прости, я пойду. Пашка ничего не понимал. Он смотрел на маму и на завуча. Паш, познакомься, это твоя бабушка, мама твоего папы. Наталья Кирилловна стояла, опустив руки. По щекам ее бежали слезы, оставляя дорожки на щеках. Пашка не стал ни о чем спрашивать. Он просто молча подошел и обнял завуча, то есть бабушку. А потом уже и мама их обняла. Женщины рыдали, а Пашка держался, шмыгал носом и старался не зареветь. Они пили чай, ели суп. «А где мой папа?» – задал главный вопрос Пашка и втянул голову в плечи. «Мы поедем к нему. Обязательно. Хорошо, Маша?» Мама кивнула. Пашка был самый счастливый на свете. У него есть бабушка. Настоящая живая бабушка. Это в школе она сердитая завуч, Наталья Кирилловна. А дома любимая бабуля. Наталья Кирилловна, вы его так разбалуете, сдвигает брови мама. Машенька, мягко говорит бабушка, ну позволь немного наверстать, а? Ладно, машет рукой мама. Она не согласилась переехать к бабушке, как бы та ни уговаривала, но все время Пашка проводил у бабули. Они ездили к папе. Бабушка, мама и Пашка. Пашка похож на папу. Очень. Пашка знает, что бабушка была раньше против его мамы. Папа погиб в экспедиции. Мама тогда с ним не поехала, потому что ждала Пашку. Бабушка замкнулась тогда в своем горе, никого не хотела видеть. Маму Пашкину тем более. Я в классе во 2 обратила внимание на Пашу. Долго думала, кого он мне напоминает. Провела расследование и чуть не умерла от боли. Я тогда шла, думала, что ты, Маша, дома. А когда увидела Пашу в домашней одежде, я чуть не закричала. Не могла отказать себе увидеть его вновь и вновь. В школе я держалась, а вот дома... Паша только Лиле рассказала о своей тайне. Они дома у бабули вместе играют. Бабушка учит их готовить. Бабушке нравится Лиля, и маме нравится. А Пашке-то как нравится. К папе они ездят. А еще бабушка помирилась с дедушкой. Он тогда ушел, не выдержал. Бабушка решила, что дедушка должен знать о Паше. Дедушка плакал и прижимал к себе Пашу. Так у мамы с Пашей образовалась большая семья. А потом мама познакомилась с дядей Колей. Паша сам сказал ей выходить уже за него замуж. Хороший он, дядя Коля. И даже когда родилась Верочка, дядя Коля не разлюбил Пашу, а наоборот, они еще больше сдружились. Бабушка стала бабушкой для Верочки. Паша вырос, выучился на учителя информатики, женился на Лиле и работает теперь в школе директором. Нужно разговаривать, понимаешь? Кулаками ничего не добиться, разъясняет Павел Павлович толстощекому глазастенькому мальчишке. Нужно разговаривать, Максим. Понял? А если не понимают слова, Павел Павлович? Смотрит мальчишка огромными глазищами. Значит, плохо объяснил. Еще раз объясни. Я объяснил, а он все равно не понимает. Ну тогда Павел Павлович наклонился в глаз, а лучше в пах, но тс, это в крайнем случае. Понял? Ага. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.